Друзья, всем привет! С вами Олег и канал StableGIF. Сегодня я вам покажу плиточный апскейлер на основе узлов Studio и моделях Flux и One для Conf.ui. Этот апскейлер по принципу такой же, как и Dragon Scale, в котором применялись узлы TTP, но у многих пользователей были проблемы с этими узлами на некоторых пропорциях и разрешениях изображений. Узлы Studio более стабильные, схема с ними выглядит значительно проще. В варианте с моделью Flux используется дополнительная лора для текстурирования кожи, что позволяет делать высококачественные апскейлы портретов. А апскейл с моделью One работает в 2 раза быстрее, чем с моделью Flux, и очень здорово восстанавливает испорченные изображения, но в то же время такой детализации кожи, как с моделью Flux, вы не получите. Диапазон разрешений, при котором можно использовать этот апскейлер, примерно от 1024 до 5000 пикселей. Свыше 5000 пикселей начинаются некоторые искажения, поэтому если у вас изображение крупное, то 5000 пикселей это, наверное, край. Если изображение типа стратегии какой-то с мелкими элементами, то можно там и 10 тысяч, еще даже больше сделать. Требования к памяти такие же, как при обычной генерации на моделях Flux или One. Для работы вам понадобится Conf.ui, если у вас еще нет установленного Conf.ui, то вы можете установить мою настроенную портабельную сборку. Ссылка и подробная информация будет в описании под этим видео. Сборка доступна для всех бесплатно. У нас будет 2 схемы. Первая схема с моделями Flux, вторая с моделями One. Для первой схемы с Flux вам понадобятся следующие модели. Переходим в папку Models, переходим здесь в папку Diffusion Models. У меня есть еще дополнительные папки, чтобы я просто не запутался. Их создавать не обязательно. Я перехожу в свою дополнительную папку Flux, и сюда вам нужно будет поместить модели Flux One Dev FP8, либо FP16. Вот такая непомеченная, это FP16. Если у вас видеопамяти немного, то, скорее всего, это будет FP8. Возвращаемся обратно и переходим в папку Clip. Сюда вам нужно будет положить модель Clip L и также еще модель T5 FP8, либо T5 FP16. Для схемы с моделями One переходим снова в папку Models, в папку Diffusion Models. И здесь у меня опять же есть дополнительная папка One21. И сюда вам нужно будет поместить модель One21 Text to Video 14B FP8, либо FP16, такую же модель, именно Text to Video. Image to Video не подойдет. Переходим обратно в папку Clip. И сюда нам нужно будет поместить модель UMT5 XXL FP8, либо FP16. Возвращаемся обратно и переходим здесь в папку VAE. Для обоих схем вам понадобятся модели кодировщиков VAE. Для Flux используется вот такой вот кодировщик Flux VAE FP16, либо BF16. А для модели One используется вот такой вот кодировщик One21 VAE. Запускаем Conf.ui с помощью Run Fast, либо Run NVIDIA GPU.bat. На Boosty вы сможете скачать 2 вот таких вот схемы. Первая схема для Flux, вторая для One. Возьмем первую схему для Flux, закидываем в рабочее пространство. И у вас наверняка будут какие-то красные узлы. Нажимаем здесь тогда менеджер, нажимаем Install Missing Custom Nodes. Когда у вас здесь появятся некоторые узлы, нажимаем здесь вот самый верхний левый квадратик, выбираем все узлы и появится черная кнопка Install. Ее нажимаем, дожидаемся, пока все скачается, потом появится красная кнопка Restart. Нажимаем Restart, перезагружается веб-интерфейс, у вас прописываются все зависимости, и после этого уже схема будет вот такого вот нормального цвета. Сейчас мы разберемся с этой схемой. Для начала закину сюда сразу вот изображение, вот в этот вот синенький узел, и нажимаю Generate, чтобы нам сразу было понятно, что здесь происходит. Давайте сначала посмотрим результаты, потом уже посмотрим эту схему, из чего она состоит, как она работает. Смотрите, вот такой вот результат, вот такой вот у нас апскейл получился. Кожа получилась фотореалистичная, волосы тоже фотореалистичные. Если мы посмотрим на одежду, она тоже достаточно фотореалистичная, очень похожа на настоящую. А если мы посмотрим на бокал, здесь тоже очень здорово. Палец он так и был, здесь лишний один, он просто проапскейлился. Но сами пальцы, они восстановились тоже очень классно, то есть они выглядят вполне неплохо, и бокал, и волосы, и одежда, и телефон даже. Теперь давайте посмотрим на эту модель. Первая группа – это загрузка моделей. Смотрите, здесь у меня генерация сейчас шла 3400 пикселей, и время генерации на сэмплере было 138 секунд на 4090, но это без подключенного SG Tension. Если вы SG Tension подключите, то примерно на 40% скорость будет выше. Если мы перейдем правее, то здесь у нас есть группа для загрузки лоры от Lora Manager. Lora Manager — это вот такое вот лора, где мы можем просканировать цвета на наличие изображений, контрольных слов, и можем вот так вот удобно по вот этой кнопочке вставлять контрольные слова прямо сразу в схему, вот в эти вот узлы.
Если не знакомы с Lore Manager, то посмотрите мое видео, оно есть на YouTube и на Рутубе про вот это вот расширение. Дальше переходим. Здесь у нас есть алгоритм разбиения и апскейла изображения. Смотрите, здесь мы загружаем, в принципе, изображение. Вот этот вот синий узел. Дальше у нас это изображение проходит вот такой вот четырехкратный апскейлер Real Web Photo V4 DAT2. И дальше мы здесь выбираем размер плитки разбиения. Это будет 1024 на 1024 для модели Flux, это оптимально. Дальше мы выбираем размер перекрытия плиток. 1/8, то есть 1/8 часть будет перекрываться. Чем мы здесь поставим меньше значения, тем, соответственно, перекрытие плиток будет больше. 1/2, это, соответственно, пол плитки будет перекрываться. И нам понадобится больше плиток для разбиения этого изображения. Но если мы поставим совсем маленькое перекрытие, например, единицы, деленные на 64, то, соответственно, у нас могут появиться дефекты в местах перекрытия этих плиток. То есть перекрытия будет недостаточно. Но оптимальное значение будет 1/8, она практически везде работает стабильно и проблем вот с перекрытием нету. Далее здесь мы выбираем принцип разбиения на плиток, это спиральный или линейный. Я выбираю спиральный. Но, в принципе, можно и линейный поставить, какой-то особой разницы здесь не будет. Вот эта вот галочка отвечает за то, что у нас будет апскейл с помощью вот этой вот модели апскейлера, а не просто интерполяция. Тоже влияет на результат. Смотрите, вот это у нас до апскейла, это у нас после вот этого апскейлера. Если мы здесь будем использовать какую-то другую модель апскейлера, это тоже возможно. Например, модель Ultra Sharp версии 2. Она очень здорово выглаживает изображение, но оставляет острые грани. То есть для разных целей нужны разные апскейлеры. Вот для фотореалистичных изображений вот такой вот апскейлер подойдет. Он называется Real Web Photo. Переходим ниже, вот в этом вот синем узле выставляем размер ширины изображения. Смотрите, Weight Scale, то есть мы это изображение будем апскейлить по ширине до 3400 пикселей. Здесь я приложил некоторую подсказку. 2400 пикселей вам во многих случаях может хватить. Соответственно, апскейл будет намного быстрее. Если вы захотите прям вообще максимальный апскейл и максимально точный, соответственно, апскейл, то это 5000 пикселей где-то. Вот для таких изображений, которые я вам сейчас показал. Если вы будете использовать какой-то прям совсем крупный портрет, да, здесь все-таки это не крупный портрет, ну, скажем, вот такой вот какой-то портрет, то 5000, возможно, будет уже много. Дело в том, что сама плитка по отношению к изображению будет очень маленькой, и в нее будут попадать какие-то маленькие элементы непонятные. И, соответственно, апскейлеру будет сложно понять контекст этого изображения, которое он апскейлит, которое он обрабатывает. Но отсюда уже могут быть некоторые дефекты, связанные с искажением изображения. Теперь переходим правее. Здесь у нас разбиение и склеивание плиток. Первая вот эта вот группа – это разбиение плиток. Здесь мы ее разбиваем на вот такие вот маленькие отдельные плиточки. Каждая плиточка подается вот сюда вот в генератор подсказки на основе модели Florence. Эту группу мы очень часто разбирали в разных других схемах. Это модель Florence, она делает описание по изображению. И здесь как-то контролировать нельзя, ничего здесь нет, как с LLM какое-то общение. Просто подаем изображение, выбираем модель и получаем на выходе подсказку. Причем для каждой плитки мы здесь получаем отдельную подсказку. Здесь через такой пробел эти подсказки разделены. Соответственно, каждая плитка имеет свое описание. Это позволяет нам получить максимальную точность при апскейле, чтобы не было там каких-то артефактов, каких-то случайных изображений, там, где мы их не ожидаем. После этого разбиения плиток у нас это изображение попадает в сэмплер. Соответственно, в сэмплер попадает еще и подсказка. И здесь у нас происходит пересэмплирование каждой плитки заданным денойзом. Денойз задается вот здесь. Вот здесь я написал некоторую подсказку, чтобы вы могли ориентироваться примерно, какой денойз вообще можно задавать для вот такого вот апскейлера. Ну, от 0,30 до 0,45 примерно это. Естественно, можно там и меньше, и больше сдавать критерии этого денойза. Но уже вот при больших значениях есть вероятность получения артефактов, если особенно у вас плитка по отношению к элементу изображения очень мала, и контекст в ней тоже очень мал. То есть ей очень сложно привязаться к тому, что она видит. Настройки сэмплера вот такие вот. Опять же, вы можете здесь поиграться, вместо бета поставить, например, normal, или поставить какой-нибудь там другой сэмплер, например, DPM плюс 2M и бета. Есть различные сочетания сэмплеров, но вот такие вот они, в принципе,
оптимальные. По количеству шагов, опять же, здесь такое среднее значение, вы можете поставить и 10 шагов, может быть, даже 8 шагов. И тоже получится нормальный апскейл значительно быстрее. Но это значение оптимальное по качеству. После того, как все вот эти вот плитки просчитаются в кассемплере, то есть пересэмплируются, у нас это все подается в группу сшивания этих плиток, опять же, обратно в единое изображение. И здесь мы получаем буквально вот одним вот таким вот узлом сшитие этих плиток, и это работает по сравнению с TTP узлами намного стабильнее. Здесь у меня вот вообще ни одной проблемы не было, ни при каких вот разрешениях изображений там и пропорциях. То есть, как правило, все стабильно сшивается. Ну и апскейл получается вот такой вот. Смотрите, если вы будете ставить разрешение конечное, да, которое вот здесь вот задается меньше, то есть вероятность большего изменения основного изображения. То есть у вас основное изображение будет больше меняться. Если вы ставите разрешение выше, то, соответственно, у вас плитка как бы захватывает элементы в более крупном варианте, и получается то, что апскейлер будет уже точнее, но, соответственно, уже дольше по генерации. Вот в данном случае 5000 пикселей по ширине было бы максимально качественно. Мы получили максимально точный апскейл, без искажений еще каких-то, но в то же время и детализация, опять же, тоже была бы очень высокой. Смотрите, но это еще не все. Если мы перейдем вот сюда, вот чуть ниже, здесь у нас есть выключенная группа ControlNet. Это ControlNet для флакс-моделей, который позволяет описывать это изображение, то есть делать типа тайл, описание каждой плитки. И это описание уже не просто подсказка, это у нас кондишнинг. Она позиционирована попиксельно, то есть это инструкции для генерации. Соответственно, они очень точные. И если мы здесь ставим вот такие вот настройки, strength, например, 0.9, и конечная точка тоже 0.9, то мы получаем очень точное описание каждой плитки попиксельно. Это нам позволяет денойз поднять даже до 0.8. И при вот таком вот деноизе у нас никогда изображение не начнет сильно как-то глючить, там, модифицироваться. Давайте сейчас с включенным ControlNet запустим эту генерацию и сравним результат, который получается без ControlNet и с ControlNet. И с ControlNet у нас получается вот так вот. Вот такое вот изображение. Оно, мне кажется, более резкое, но вот текстура кожи здесь более простая, мне кажется, получилась. Опять же, если одежду посмотрим, здесь тоже все очень здорово, тоже очень резкое, прям качественное изображение. Но вот текстура кожи, она такая более примитивная какая-то получилась. И давайте теперь два изображения сравним прямо рядом. Слева у нас без ControlNet, справа у нас с ControlNet. Лицо здесь по текстуре кожи намного интереснее. Здесь у нас четкость намного выше. И прям даже вот мелкие волоски, они более прям четкие, выделенные. Губы тоже прям очень резкие, глаза резкие. Давайте опустимся чуть ниже, посмотрим на одежду. Кстати, обратите внимание прям сразу здесь на текстуру кожи. Здесь она более такая фотореалистичная, здесь она просто идеально гладкая практически. Такое чувство, что лора просто отключилась. Посмотрим на одежду. Смотрите, здесь тоже ворсинки, они прям такие с катышками, прям более естественные. Строчка тоже. А здесь просто идеальная. То есть, опять же, если вам нужно именно вот идеальное изображение, но прям максимально резкое и чистое, то, возможно, с ControlNet будет вариант поинтереснее. Если вам нужно больше фотореализма, если вы какие-то лора подключаете, то, видимо, здесь лора все-таки отсеиваются, а здесь лора эффекта оказывает максимальный. Так, для скорости мы сейчас тоже сравним. Смотрите, 3400 пикселей, и у нас сэмплер отработал за 150 секунд примерно. Закидываем теперь схему с One моделью. Схема One, она выглядит абсолютно так же, как и схема с Flux моделью, и принцип здесь абсолютно такой же разбиение, такое же сшивание, такие же вот эти вот настройки. Здесь же у нас задается размер изображения 3400 пикселей, как и там мы задавали. А также у нас здесь загрузка изображения, загрузка модели. Здесь немножко побольше элементов, потому что есть вот такие вот специальные узлы. Это уже для ванны просто используется. Группы ControlNet здесь ее вообще нету, и она здесь не нужна, потому что она не будет с ваном работать. Смотрите, здесь мы можем выбирать GUF модель, но она будет работать уже медленнее, на 30% где-то, чем FP8 модель. По качеству вот Q8 модель будет лучше, чем FP8. Далее здесь у нас подключается LoRa Fusion X, которая ускоряет генерацию за счет того, что мы можем выставить вот здесь вот CFG равным единице, а не пятерке. И можем выставить здесь даже количество шагов равным 4. Дело в том, что мы не заново генерируем изображение, мы здесь можем не 8 ставить, потому что у нас есть уже начальное изображение, мы с определенным денойзом здесь работаем. Денойз у нас вообще небольшой, 0.35, соответственно, мы можем спокойно поставить количество шагов заведомо меньше, чем необходимо для генерации.
И благодаря этому мы можем получить прирост скорости в генерации в 2 раза по сравнению с Flux моделью, потому что там у нас стоял 15 шагов, здесь у нас стоит 4 шага на генерацию. Я нажал Run, и у нас проапскейлилось это изображение. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, вот такой вот апскейл. Это при деноизе 0.35. Достаточно неплохо он проапскейлился. Единственное, такой детализации кожи, как на Flux модели, нет. Но опять же и там бы его тоже не было, если бы там не было лоры специальной. Здесь к One мы тоже можем добавлять различные лоры. Сейчас у нас Fusion X один добавлен, но если выйдет лора для детализации кожи, мы ее тоже можем применить, и, возможно, детализация будет вполне неплохая. Вот на руках здесь вполне вроде бы неплохо. Вот один единственный ноготь здесь какой-то поломанный. Бокал выглядит очень реалистично. Одежда выглядит не так уже фотореалистично, как на Flux модели. Тут нет никаких ворсинок, ничего нету. Но, с другой стороны, здесь такое чувство, что очень как будто завышенный денойз. То есть здесь, похоже, денойз надо ставить ниже. Может быть, даже от 0,2, наверное, начиная, потому что в сравнении с Flux моделью здесь денойз как будто значительно выше выглядит. В общем-то, вот такое вот изображение – это фотореализм. Если мы возьмем какие-то рисованные изображения или какие-то арты, то, возможно, результат будет даже лучше, чем на Flux в некоторых случаях, потому что эта модель восстанавливает изображение достаточно четко. Она никуда не плывет, никакие элементы непонятные здесь не добавляет. Даже при условии того, что, видимо, здесь денойз очень высокий получился. То есть вполне чистое изображение, хорошее, и очень четко оно восстановилось, оно здорово цепляет. Исходник, который там был, никакие элементы она, в принципе, не пропустила. Но лицо, да. Лицо здесь, наверное, может быть, изменилось, но, кстати, и не так уж и сильно. То есть основные контуры, видите, они прям проходят ровно-ровно по вот этим вот контурам. Ну, опять же, текстура кожи, она здесь, конечно же, выдает пластик вот этот вот, но я надеюсь, что лора для детализации кожи здесь появится. Мы ее сможем вставить вот здесь вот и получить уже тоже неплохой результат для портретов именно, а для мультяшек и различных там артов это уже вполне неплохой апскейлер. Теперь по скорости апскейла здесь у нас на 68 секунд, а на Flux модели у нас получилось 150 секунд. Это более чем в 2 раза скорость выше при том же самом разрешении. Ну, давайте напоследок вам еще покажу некоторые примеры. Это Hyperlore по одному изображению на SDXL модели. Это 1024 на 1024 изображение. И на выходе получается оно вот такое вот. Если мы это прогоняем через Upscaler Studio на Flux модели с детализацией кожи с помощью специальной лоры, то уже получается вот так вот. Вот такое вот классное изображение по деталям выходит. А здесь просто оно мыло, а здесь получается такая фотореалистичная кожа. Ну, еще вам небольшой пример. Это здесь было старое изображение. Я не стал удалять здесь дефекты никакие. Просто загнал это все в студио с Flux моделью и текстурированием кожи. И в итоге получается вот такая вот детализация. Если будем приближать, здесь достаточно много деталей накинулось. И глаза прям стали вообще вот очень детализированными. Но исходное изображение тоже достаточно крупное. Здесь, если бы было все размыто, мы бы столько деталей, конечно же, не получили. Так, тоже как прием для восстановления старых фотографий можно использовать. Друзья, вот такой вот апскейлер. Надеюсь, вам он понравится. Он достаточно точный и очень здорово восстанавливает портреты. Также, ну и другие изображения тоже восстанавливает очень неплохо. Вы можете сами проверить, посмотреть. А One модель работает еще очень быстро, и для каких-то артов она, мне кажется, очень здорово тоже подойдет. Ну и также напоминаю вам про свои курсы. Если вы хотите ускорить свое обучение с веб-интерфейсами Automatic Forge и Conf.ui, то приглашаю вас на свои структурированные курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы найдете на сайте StableDiff, там же есть контакт администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно их задавайте администратору. Если вам нужно больше разрозненных вот таких вот видео с подробными инструкциями и готовыми схемами, то приглашаю вас на свой Boosty, там много материала для решения различных задач. Также вас приглашаю в свою телеграм-группу, там я выкладываю различные интересные посты по нейросетям и приглашаю вас в свой большой телеграм-чат, комьюнити, где вы можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения, увидимся в следующих видео. Всем пока!